3i Atlas может быть лишь обломком. Все чаще в социальных сетях обсуждают тревожную версию. Возможно, этот межзвездный объект всего лишь фрагмент куда большего тела, распавшегося миллионы лет назад. Того самого, о чем упоминали древние легенды, рассказывая о звездных странниках и втором Солнце, появляющемся на небе в эпохе перемен. Ученые официально отвергают такие параллели, но совпадения становятся слишком многочисленными, чтобы их игнорировать. Эта гипотеза приобретает все больше сторонников, ведь совпадения в свойствах объекта и древних преданиях кажутся не случайными и порой вызывают ощущение, что человечество стоит на пороге раскрытия тайн, уходящих в глубины истории. В таких условиях стали появляться все более настойчивые предположения о возможной искусственной природе или необычных натурных особенностях этого космического фрагмента, что вновь подогревает интерес и тревогу в научных и общественных кругах. История 3i Atlas началась как обычная астрономическая хроника. Очередная комета, открытая в 2024 году, казалась одной из многих, без особых признаков, типичная для сезонных наблюдений. Но чем больше наблюдений поступало, тем больше вопросов возникало. Что же это такое? Во-первых, объект двигался по орбите, почти совпадающей с плоскостью планет, редчайшее совпадение для межзвездных тел, которые обычно пересекают Солнечную систему под случайным углом или гиперболической траекторией. Во-вторых, активность 3IATL-ATLS проявилась задолго до приближения к Солнцу. Свечение усиливалось даже там, где нагрев быть не должен, но это вызывало недоумение среди астрономов, так как закономерности поведения комет и астероидов обычно связаны с воздействием солнечных лучей и теплопередачей. Эти необыкновенные особенности заставили ученых задуматься о возможных преступных или неизвестных механизмах, заложенных в природе интерзвездных тел. Когда объект вошел в зону наблюдений, выяснилось, что его поведение не похоже ни на одну из известных комет или астероидов. Хвост формировался не от светила, а к нему, образуя так называемый антихвост – редкий и загадочный феномен, встречающийся нечасто даже у хорошо изученных комет. При этом фронтальная часть объекта светилась сильнее задней, будто на его поверхности происходили процессы, не связанные с солнечным нагревом. Возможно, что-то происходит внутри или на поверхности, что кардинально меняет наше понимание о природе таких тел. Это открывало все новые вопросы. Какие силы или источники энергии способны создавать такие загадочные свечения и структурировать окружающие частицы? В спектре, полученном с телескопов на Гавайях и в Чили, обнаружилось нечто еще более странное. Почти полное отсутствие воды, но высокий уровень никеля, углерода и цианидов. Такой состав характерен не для ледяных и кометных тел, а для расплавленных фрагментов планетных ядер. Это буквально напоминало о компонентах раскаленных и окатанных в недрах древних планет. Ученые осторожно предположили, что 3IATL-ATLS может быть металлическим телом, возможно, прошедшим через экстремальные температуры, от 1 миллиона до нескольких миллионов градусов, что наводит на мысли о его возможной высокой плотности и сверхгорячем происхождении. Это предположение в корне противоречит привычным идеям о межзвездных объектах, как о холодных или ледяных телах, и вызывает многочисленные вопросы о его природе и происхождении. Не случайно же его состав так резко отличается от характерных для большинства таких объектов. Именно в этот момент вокруг объекта начались споры. Одни специалисты назвали происходящее странной, но природной активностью, предполагая, что необычные свойства могут объясняться
нестандартными физическими или химическими процессами в межзвездном пространстве. Другие, включая профессора Авилёба, заявили, что перед нами нечто, выходящее за рамки стандартных объяснений, возможно, свидетельство технологического происхождения или следы давно ушедших цивилизаций. Лёб прямо сказал: «Если объект ведет себя не как комета, выглядит не как комета и имеет состав, которого не может быть у кометы, возможно, это и не комета. Может быть, это искусственный объект, оставшийся после какой-то древней технологии или цивилизации, существовавшей в иных мирах». Эти заявления породили бурные дискуссии в научных и общественных кругах. Но 3I Atlas оказался не первым гостем из глубин галактики. Ранее в Солнечную систему уже входили Оumuamua 2017 и Двоеборисов 2019, что подтверждает тенденцию появления все более необычных межзвездных тел. Однако в последние годы список пополнили еще два подозрительных тела – кометы Лемон и Сван. Их траектории также имели межзвездные параметры, хотя официально они не были включены в список подтвержденных межзвездных объектов. Эти тела подчеркивают: в нашей системе появляется все больше свидетелей, космических странников, и есть основания предположить, что за этим стоит гораздо более глубокая и сложная картина, чем принято считать. Лемон запомнилась астрономам тем, что вела себя как двойная комета, излучала свечение с обеих сторон, будто имела два источника нагрева, очень необычное явление, которое не укладывалось в привычные модели. Сван же прославилась вспышкой неестественно чисто голубого цвета и зафиксированными в ее спектре элементами, напоминающими производные цианидов, редкие и необычные химические соединения, указывающие на крайне сложные или экстремальные условия формирования. Все это породило догадки, что между этими объектами и 3I Atlas может существовать скрытая связь. Возможно, они представляют собой обломки одного гигантского тела, распавшегося в далеком прошлом, оставившего после себя мириады частей, разложенных по всей галактике. Совпадение по времени действительно выглядит настораживающим. Всего за 8 лет человечество зафиксировало 5 подозрительных межзвездных объектов, хотя за всю предыдущую историю наблюдений ни одного, что свидетельствует о какой-то новой тенденции или изменениях в окружающем космосе. Одни астрономы объясняют это улучшением телескопов и развитием технологий. Мол, появились более чувствительные приборы, способные обнаруживать даже самые скрытные тела. Другие же выдвигают более тревожные гипотезы о том, что Солнечная система может входить в зону, где движется поток древних фрагментов, оставшихся от разрушенного или исчезнувшего небесного тела. Гипотеза, которая сразу вызывает вопросы о возможных угрозах и будущих сценариях. На этом фоне все больше вопросов вызывает политика сокрытия данных. Европейское космическое агентство ЕК внезапно ограничило доступ к результатам спектральных наблюдений 3I-S, установив срок рассекречивания до 2099 года. Это почти 75 лет беспримерно, беспрецедентный срок для данных о природном объекте, особенно учитывая, что речь идет о потенциальной угрозе или необычном теле. Формально это объяснили необходимостью дополнительной верификации, чтобы избежать ошибок или интерпретаций до полной проверки данных. Однако в научных кругах широко признают, так долго не хранят даже сведения о потенциально опасных астероидах или объектах. Это наталкивает на мысли, что речь может идти о чем-то более серьезном, чем обычный астрономический интерес. НАСА также сохраняет молчание. Ави Лёб утверждает, что агентство располагает нераскрытыми снимками
3i-Atlas сделанными камерой HiRISE на орбитальном аппарате Mars Reconnaissance Orbiter, когда объект проходил вблизи Марса, но эти материалы до сих пор не были опубликованы. Более того, по его словам, не были представлены и данные, собранные после прохождения перигелия, ключевого момента, когда поведение объекта могло бы подтвердить или опровергнуть версии об искусственном происхождении. Эти молчания вызывают все больше подозрений, что существует скрытая сторона дел, что-то, что могут знать лишь немногие. Некоторые ученые полагают, что задержка связана не с бюрократическими процедурами, а с осторожностью. В конце октября в НАСА активировали один из внутренних протоколов программы планетарной обороны – стандартную процедуру на случай обнаружения необычной активности межзвездных тел. Официально это считается профилактической мерой, а не признанием опасности, меры предосторожности, основанные на неизвестных факторах. Но в совокупности с ограничением доступа к информационной информации и молчанием ведущих калиток мировых космических агентств все больше создает ощущение, что здесь происходит нечто гораздо более масштабное, и эти меры – лишь часть более глубокой картины. Планетарная оборона – это система мер, направленных на защиту Земли от потенциально опасных космических угроз. Обычно она применяется при приближении крупных астероидов или объектов, способных вызвать глобальные катастрофы. Но уже длительное время этот термин вызывает у общественности рост интереса и опасений. Ведь с появлением межзвездных объектов все менее понятно, насколько системы защиты актуальны. Почему же сейчас именно для 3i-Atlas применяются протоколы, раньше предназначенные только для опасных астероидов? Этот вопрос пока остается без окончательного ответа, но явно вызывает опасения, что за этим кроется нечто иное. Некоторые аналитики считают, что это чистое совпадение. Другие же подчеркивают, что после прохождения перигелия 3i-AT-LATS Солнце неожиданно снизило активность. Индекс вспышек упал до нуля впервые с начала года, что выглядит очень неоднозначно. До этого на противоположной стороне светила наблюдались мощные вспышки класса X, свидетельствующие о сильных магнитных или солнечных процессах. А тут резкое и почти полное затишье. Такое точное совпадение в динамике событий сразу вызывает подозрение о возможной связи между солнечной активностью и межзвездным объектом, как будто происходящая на Земле и в космосе деятельность каким-то образом связана с присутствием этого тела. На форумах и в научных чатах начинают распространяться версии, что 3i-AT-LATS может быть фрагментом куда более крупного и древнего тела. Именно планеты или звездного тела, разрушенного или распавшегося в далеком прошлом. Если это так, то другие части этого гигантского объекта могут быть обнаружены в будущем или уже движутся к нам. Можно предположить, что кометы Лемман и Сван были предвестниками, а сам 3i-Atlas – центральным фрагментом, несущим на себе следы высокотемпературного воздействия или процессов, связанных с разрушением вещества в космосе, которым им не объяснить стандартными моделями. Такая идея порождает новые гипотезы о происхождении и распространении межзвездных тел. Есть вероятность, что они – руины давно исчезнувших или уничтоженных структур. Научное сообщество призывает не спешить с окончательными выводами. Официальные органы – НАСА, ЕКА – пока не подтверждают наличие аномальных данных или признаков искусственного происхождения. Но при этом факты видны, межзвездные объекты появляются все чаще, а открытая информация о них затруднена или скрыта, что усиливает тревожные предположения о наличии системных причин.
Все это делает тему очень актуальной и стимулирует размышления о возможных сценариях развития ситуации. Тем временем в социальных сетях растет необоснованный, но очень эмоциональный интерес к старым мифам и легендам. Пользователи вспоминают предания шумеров о Нибиру, планете странников, которая появляется раз в 1000 или несколько тысяч лет и при этом приносит катаклизмы и перемены. Астрономы, конечно, считают это лишь легендой, мифологией без научного основания, но совпадение сюжетов и указаний в древних текстах с наблюдаемыми событиями заставляют многих задуматься. В текстах действительно упоминались небесные тела, приходящие из-за орбит Плутона или иных далеких точек космоса, и если убрать мистический слой, эти описания удивительно похожи на современные интерпретации межзвездных комет. Пока официальная наука избегает делать окончательные выводы и попадает в полемику с популярным и пестрым общественным мнением, однако уже ясно, что происходит нечто важное. Все большее число наблюдений и фактов указывает, что межзвездные объекты – это не случайность и не редкое явление, а часть, возможно, системы или процессы, о которых мы пока не знаем. Чувство тревоги и непонимания усиливается, и уже сложилась обстановка, в которой трудно верить, что все это просто природные явления без внутреннего смысла или системного происхождения. Тем временем в умах людей зарождается ощущение, что все происходящее – лишь начало более глобальной и важной истории, и что за пределами наших приборов и наблюдений движутся некие силы или структуры, о которых мы пока ничего не знаем, и, возможно, они приподнялись над звездами не случайно. Ученые отрицают связь с мифами, объясняя все как естественные процессы, но даже они признают, что ситуация уникальна. 5 межзвездных визитеров за 8 лет – это не случайность, это новая глава в астрономии и исследовании галактики, которая может полностью изменить наше представление о Вселенной. А для тех, кто следит за каждой новой информацией, утечками и предположениями, остается лишь тревожное ощущение. Мы движемся к важному развороту, к событию, которое может стать точкой отсчета новой эры знаний или страха. Триатлас удаляется от Солнца, но за ним может идти еще одно тело, или целая цепочка объектов, движущихся по одной траектории, проявляющих сходные свойства или признаки. И если хотя бы часть этих гипотез подтвердится, то перед человечеством откроется вопрос о полностью новом понимании нашего места и статуса во Вселенной. А быть может и о том, что древние цивилизации называли приближением второй звезды или вторым Солнцем, событиями, которые могут произойти вновь или уже начинаются прямо сейчас.